Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Спорт с Вадимом. Мы с вами продолжаем рубрику «Легенды спорта и боевых искусств». В сегодняшнем выпуске мы поговорим о Масудацу Ояме. Погнали! Масудацу Ояма – мастер и преподаватель карате, один из самых знаменитых представителей боевых искусств, обладатель 10-го дана, создатель стиля Кёкусинкай, популяризатор карате в Японии и других странах, автор большого количества популярных книг о карате и организатор национальных и мировых спортивных соревнований по карате. Масудацу Ояма. Настоящее имя Йонг И Чой. Родился 27 июля 1923 года в деревне недалеко от южнокорейского города Гунсана. В раннем возрасте он уехал в Маньчжурию, а затем в Южный Китай, где жил на ферме своей старшей сестры. Когда ему было 9 лет, он начал изучение одной из форм китайского кэмпо, называемой 18 рук, у мистера Йой, работавшего на ферме в это время. Когда Ояма вернулся в Корею в возрасте 12 лет, он продолжил свое обучение боевым искусствам, тренируясь в корейском кэмпо. В 1938 году, в возрасте 15 лет, он покинул Корею и уехал в Японию, чтобы стать летчиком. В это время ему хотелось стать героем, первым корейским боевым пилотом. Его намерения могли подвергнуться серьезным и тяжким испытаниям, и он мог бы не выжить в таком возрасте, особенно являясь корейцем в Японии. Если бы Ояма не поступил в авиационную школу, он бы оказался у края дороги. Однако Ояма продолжал заниматься боевыми искусствами, тренируясь в школе дзюдо и бокса. Однажды он познакомился с несколькими студентами, занимающимися окинавским карате. Его очень заинтересовал этот вид боевого искусства, и он решил пойти в Тотсё Китино Фунакоси в университете Такусоку, из которого в настоящее время выросло известное всем направление Сёдокан. Ояма постоянно прогрессировал на тренировках и добивался успеха. И когда ему исполнилось 17 лет, он получил второй дан в карате. Когда его забрали в императорскую армию в 20 лет, у него был 4-й дан. Ояма также продолжал тренироваться в дзюдо, и его прогресс был изумительным. Прошло только 4 года, как он начал заниматься дзюдо, но он уже выполнил все тесты на 4-й дан. Поражение Японии в войне с последующей оккупацией почти трагически сказалось на Масудацу Ояме, который никогда не проигрывал. Но фортуна не отвернулась от него, и в жизнь Оямы в это время вошел человек по имени Со Найчу. Мастер Со, один из корейцев, живущий в Японии, оказался одним из великих мастеров стиля Коцурю. К тому же он был известен как физической, так и духовной силой. Именно он был тем, кто направил жизнь Масудацу Оямы по пути изучения боевых искусств. Он был также тем, кто внушил Ояме уйти от суеты этого мира на 3 года в одиночество для тренировок духа и тела. В 23 года Ояма познакомился с Йоджи Йотикавой, автором романа о жизни и приключениях знаменитого самурая Миямото Мусаси. Как роман, так и автор романа помогли научить Ояму самурайскому кодексу чести Бусидо, помогли понять и осознать путь воина. Через несколько лет Ояма ушел на гору Минобе
в префектуре Сиба, на то место, где тренировался и жил в одиночестве легендарный самурай, и где Мусаси создал свою школу Ниторю. Ояма хотел найти подходящее место, где в тяжелых условиях можно начинать тренировки и строить планы на будущее. Он взял с собой небольшой набор самых необходимых вещей и книгу Миямото Мусаси. С ним был также еще один из студентов Тотсё Сёдокан Юширо. Относительное одиночество в горах казалось невыносимым, и после 6 месяцев в одну из ночей Юширо писал: «Одиночество еще более закалило Масудацу Ояму, который, в отличие от Юширо, не собирался так скоро возвращаться к цивилизации. Сон Найчу советовал Ояме спрятать одну из бровей, чтобы не испытывать желание вернуться к людям. Долгие месяцы тренировок продолжались, и Ояма стал самым сильным каратистом в Японии. Однако скоро его спонсор проинформировал Ояму в том, что у него нет средств поддерживать лесные тренировки, и поэтому после 14 месяцев Ояма совершил свое одиночество, вернувшись с гор. Несколько месяцев спустя, в 1947 году, Масудацу Ояма принял участие в первом всеяпонском национальном чемпионате по боевым искусствам в разделе карате и выиграл его. Однако он чувствовал невыносимую пустоту от того, что не смог совершить 3 года тренировок в одиночестве. Именно поэтому он решил посвятить свою жизнь пути карате. Поэтому он снова ушел в горы, уже на гору Кёцуми в префектуре Сиба. Там он тренировался до фанатичности по 12 часов каждый день, без выходных и отдыха. Стоял под холодным зимним водопадом, разбивая речные камни и скалы руками. Тренировался на Магиваре. Прыгал через растущее просо сотни раз в день, увеличивая прыгучесть. Постоянно, кроме физических тренировок, Ояма изучал различные школы боевых искусств, философию, дзен и медитацию. После 18 месяцев отшельничества он достиг просвещения. Влияние окружающего общества потеряло смысл для него. В 1950 году Масудацу Ояма начал проверку своих возможностей и силы в битвах с быками. Всего он сражался с 52 быками, 3 из которых умерли мгновенно, а от 49 отрубил рога ударом шудо. Новые эти победы дались нелегко. Однажды Ояма, увлекшись воспоминаниями, рассказал, что в результате его первой попытки бык только разозлился, и он еле справился с быком. В 1957 году, в возрасте 34 лет, его чуть не убил рассвирепевший бык в Мехико. Так-то быку удалось поймать Ояму. Но Ояме как-то удалось оттянуть его от себя и сломать рог. После поединка мастер был прикован к постели 6 месяцев, пока наконец не выздоровел от смертельной раны. В 1952 году он ездил по США в течение года, демонстрируя свое карате на аренах и по центральному телевидению. В течение последующих лет он имел успех и побеждал всех своих претендентов. Всего он провел бои с 270 разными людьми. Огромное большинство из них были сокрушены одним ударом. Бой никогда не длился более 3 минут. И большей частью чуть более нескольких секунд. Его бойцовский принцип был прост. Если он справился с тобой, так и должно быть. Если он ударил, ты сломлен.
Если ты блокировал удар неправильно, твоя рука сломана или вывихнута. Если ты не блокировал, сломано твое ребро. Ояма стал известен как божественный кулак, живое проявление японских воинов учикеки, или один удар, несомненная смерть. Для него это была подлинная цель техники карате. Работа ногами или высшая техника были вторичными. Однажды во время одного из визитов в США Масутацу Ояма встретил Якова Сандулеску, огромного силача-румына, который был взят в плен Красной армией в возрасте 16 лет и отправлен в угольные шахты работать на 2 года. Они быстро стали друзьями и оставались ими до последних лет жизни Сусая. Яков все еще тренирует и является одним из советников МОК. В 1953 году Масутацу Ояма открыл свой первый тацё, участок с травой в районе Мичиро, Токио. В 1956 году первый настоящий тацё был открыт в бывшей балетной студии с университетом Хайкю в 500 метрах от места нахождения теперешней штаб-квартиры МОК. К 1957 году там тренировались уже 700 членов, несмотря на высокие требования и жестокость тренировок. Многие мастера других школ приходили в этот тацё тренироваться из-за кондиции и полного контакта. Один из ведущих инструкторов, Кенци Като, сказал, что они будут изучать и другие стили, которые будут приемлемы для реального боя. Масутацу Ояма брал технику из всех воинских искусств и не ограничивался только карате. Члены тацё Оямы с опаской вступали в кумите, рассматривая его вначале как боевую схватку с некоторыми ограничениями. Атака в голову, захваты, броски, удары головой и в пах были обыкновением на тренировках. Бой продолжался до тех пор, пока противник не сдавался, поэтому ушибы, травмы случались ежедневно. У учеников не было защитных приспособлений и кимоно, они ходили в чем попало. В 1952 году Масутацу Ояма давал показательное выступление на Гавайях. Юный Бобби Лоу увидел его и был ошеломлен его силой. Хотя сам в этом возрасте был не новичком в боевом искусстве. Отец Бобби был инструктором по кунг-фу и тренировался во всех стилях, которые мог найти. К 33 годам он умел 4-й дан в цюдо, 2-й дан в кэмбо и 1-й дан в айкидо, а также был хорошим боксером и славился тяжелыми ударами. Бобби Лоу стал первым учитеси Масутацу Оямы. Он тренировался ежедневно с мастером в течение 1,5 лет. В конце концов, именно он выдвинул лозунг Учитеси 1000 дней тренировок, начало пути. Учитеси стали известны как Вакатсиси или молодые львы, самураи 20 века Масутацу Оямы. Только несколько сотен претендентов со всего мира выбирались самые достойные каждый год для тренировок под руководством самого Оямы. В 1957 году Бобби Лоу вернулся на Гавайи, чтобы открыть первую школу Оямы вне Японии. Ныне действующий мировой центр МОК был официально открыт в июне 1964 года. В этом же году было принято окончательное название Кёкусин, означающее «абсолютная истина». С того времени Кёкусин продолжал распространение в более чем 120 странах и количеством более 10 миллионов человек, сделавшись одной из самых больших организаций
воинских искусств в мире. Среди известных людей в Кёкусине практиковались Шон Коннери, почетный первый дан, Дольф Лундгрен, третий дан, бывший чемпион Европы и участник второго мирового открытого турнира, и президент Нельсон Мандела, ЮАР, почетный седьмой дан. Сусай Масутацу Ояма умер от рака легких в возрасте 70 лет 26 апреля 1994 года, оставив ответственным за организацию мастера пятого дана Акиеши Мацуи. Первый факт. Будучи корейцем по рождению, Ояма со входа службы в японской армии стал настоящим японцем и всерьез увлекся традициями самураев. В 1946 году, подобно легендарному мастеру меча Миямото Мусаси, он решил на время покинуть мир и обрек себя на несколько месяцев добровольного отшельничества на горе Синобу. Там он прожил в построенной своими руками хижине в общей сложности 32 месяца, ежедневно тренируясь. Все это время он упражнялся в тамисивари, обрубая ладонями стволы и ветки сосен, и выдержал несколько схваток с дикими зверями. Второй факт. Согласно официальной версии, за свою карьеру Ояма победил на арене 52 быков. Из них у 49 он отрубил рога ударом латони, а 3 убил насмерть. Третий факт. Масутацу Ояма был категорически против того, чтобы карате занимались женщины. Однако после того, как он побывал на одном из кумите с участием мастеров женщин, то изменил свое мнение на этот счет. И также использовал фотографии женщин для иллюстрации техники в своих книгах. У меня на этом все. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал и группу ВКонтакте. Ставьте лайки, пишите в комментариях, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был канал Спорт с Вадимом. Всем пока!